Приветствую вас, друзья! И сегодня мы с вами, наверное, в самом известном пригороде. Хотя какой это пригород? Это уже давно часть Петербурга. Петров двор. Именно так переводится с немецкого Петергоф. И один из самых знаменитых видов – это вид на большой каскад. Ну что ж, поехали! Решение о строительстве железной дороги в Петергоф было принято в 1854 году. Тогда же и началось строительство вокзала. Сейчас станция называется Новый Петергоф. Но здание вокзала по праву считается одним из самых старых в стране. Строительство вокзала велось по проекту Бенуа. Работы по постройке железной дороги были профинансированы компанией барона фон Штиглица. Строительство дороги совпало с началом Крымской войны. Денег в государственной казне на строительство такой магистрали не было. 2 миллиона рублей были потрачены бароном на строительство железной дороги. В июле 2009 года у здания вокзала с его северной стороны был установлен памятник Александру Людвиговичу. Первоначально при постройке вокзал был тупиковым, а в конце этих арок стояли красивые кованые решетки. Поезда приходили и останавливались внутри вокзала. Позже, при продлении линии, решетки были демонтированы, и вокзал стал проходным, или проездным. Сейчас старинная часть вокзала не используется, поскольку высота платформ не соответствует современным стандартам, и это отчетливо видно на видео, что платформа около старого вокзала, в старом вокзале, чуть ниже, чем стандартная. Со стороны Петербурга были пристроены новые платформы, под путями проложен туннель для пассажиров и перехода с одной стороны на другую. Есть современный кассовый зал, используемая часть платформы огорожена. По-другому, в современных реалиях, поток зайцев отсечь очень трудно. Электропоезда ходят достаточно часто. А мы можем попробовать представить, как текла жизнь у вокзала на рубеже 19-20 веков. Нет, это не современные компьютерные технологии или нейросети. Все оказалось намного банальней. Мы попали на рабочий процесс съемок сериала. Рабочее название вроде как «Куколка». Это то, что мы прочитали на бейджике у одного из сотрудников. Ради съемок даже пригнали паровоз. Кстати, очень интересная деталь. Вокруг вокзала есть обходной путь, который позволяет проследовать станцию, не заезжая в здание вокзала. Вот как раз на него и прибыл паровоз. Слева от вокзала, по ходу движения от Петербурга, располагается так называемый Суворовский городок. Современное название этот район получил от располагавшегося здесь после войны Суворовского училища. Но история застройки этой местности началась немного раньше. В конце 19 века было принято решение о переводе 148-го Каспийского полка в Петергоф. С 1901 года по 1904 происходит основная застройка района для размещения полка. Памятник героям-каспийцам, погибшим в русско-японской войне, был возведен в 1911 году по инициативе однополчан. Памятник был более монументальный. На постаменте находились 3 скульптуры каспийцев, а шпиль венчал двухглавый орел. Здесь же на площади в скромном уголке находится памятник Михаилу Георгиевичу Балабушке. Балабушка был русским военным летчиком и разбился в 1913 году при выполнении испытательного полета на аэроплане Ньюпорт. Памятник был установлен на деньги офицеров Каспийского полка. В 30-х годах прошлого века при образовании школы пограничной охраны и войска ГПУ новое руководство решило, что нужно уничтожить все, что напоминает о прошлом. Тогда были демонтированы бронзовые скульптуры с памятника каспийцам, а памятный камень Балабушки был закопан в землю. И почти через 50 лет при рытье котлована этот камень был случайно найден, а благодаря усилиям общественности установлен в современном месте.
А теперь мы перенесемся наконец-то в жемчужину этих мест – уникальный дворцово-парковый комплекс. Встать пораньше и посетить парк с утра – одно из лучших решений. В это время нет проблем с парковкой, все парковки еще свободны. Очереди в кассу тоже отсутствуют. Мы прибыли к 10 утра для того, чтобы увидеть, как запускается главный фонтан ансамбля. Я думаю, многие знают про уникальность фонтанной системы в Петергофе. Вода здесь поступает самотеком и нет никаких подкачивающих насосов. Поэтому весь запуск сводится к тому, чтобы открыть кран подачи воды. Внимание на вот этого ответственного человека. Он открывает кран, не побоюсь этого слова, визитной карточки петерговского ансамбля. Ровно в 10 часов утра. Фонтанщики. Они незаметны для посетителей парка. Но они постоянно то тут, то там. Ведь им надо не только включить фонтаны, но также и контролировать их работу. Ведь от того, что вода поступает самотеком в течение дня, напор может меняться. А вечером фонтаны надо перекрыть. Фонтанная система простирается от самих фонтанов на пару десятков километров. Источником для питания фонтанов водой служат родники на Ропшинских высотах. Далее по каналам они поступают в резервуары, представляющие из себя различные озера и озерца. На одном из таких мы побываем чуть попозже. Перекрытие фонтанов на ночь необходимо для того, чтобы резервуары могли заполниться. Фонтаны работают по принципу сообщающихся сосудов. Из верхнего сосуда, пруда или канала, по трубам она поступает в фонтанную систему и далее радует посетителей. Поэтому, чтобы фонтан заработал, нужно просто открыть кран. Самсон, разрывающий пасть льва, главный символ большого каскада. Высота струи более 20 метров. Скульптурная композиция посвящена победе России над Швецией в Северной войне. Это уже третья скульптура Самсона, установленная на этом месте. Предыдущая пропала во время Великой Отечественной войны. Первый же Самсон был тут установлен, по некоторым данным, в 1735 году. По замыслу Петра бассейн вокруг Самсона использовался как гавань для небольших судов, чтобы гости, посещающие дворец, могли непосредственно подойти на лодках к дворцу, по каналу, который связывает это место и Финский залив. В наше время некоторые туристы также прибывают и водным путем для посещения парка. Метеоры подходят достаточно часто. С берега в солнечную погоду открывается отличный вид на залив, можно разглядеть Кронштадт, Лахта-центр. А мы давайте по-быстрому пробежимся по фонтанам. Думаю, тема достаточно избита, поэтому для интересующихся найти более подробную информацию не проблема. Бассейн фонтана Адам имеет 8 граней, что соответствует расходящимся от него 8 дорожкам. Заметьте, здесь струи воды, достигая 7-метровой высоты, не распыляются, а расщепляются на крупные капли, и их падение в бассейн хорошо видно издалека. А скульптура Адама – это копия со скульптуры, находящейся во дворце Дожей в Венеции. Раз есть Адам, то должна быть и Ева. Фонтан Ева также расположен на Марлинской аллее, с другой стороны от морского канала, на таком же расстоянии, как и Адам. Ева была сооружена позже, уже после смерти Петра I, по указанию Екатерины I. Но раз мы пошли от Евы, то давайте тогда по этой части парка и продолжим. Двинемся в сторону дворца Марли. Львиный каскад. Проект фонтана был создан архитектором Микетти. Однако реализована его идея была лишь в 1799-1801 годах. Первоначально каскад назывался Эрмитажным. В середине 19 века каскад был перестроен. На гранитном цоколе установлено 14 8-метровых колонн из темно-серого гранита. Ваза и капители исполнены из белоснежного каррарского мрамора. На горке из гранитных глыб была установлена фигура нимфы. Во время Великой Отечественной войны каскад был разрушен. Из 14 колонн устояли лишь 5. Уцелел гранитный цоколь, 2 фонтанные чаши, бассейны с поврежденными мраморными поребриками и пьедесталы скульптур. Сами львы, как и скульптура нимфа Аганипа, работы Федора Толстого, были утрачены. Работы по восстановлению затянулись на десятилетия, и лишь в августе 2000 года каскад был открыт вновь.
Марлинский пруд и дворец Марли. Сейчас мы подойдем к нему. А пойдем мы слева от пруда. Здесь разбит небольшой сад. Да в принципе тут везде разбит сад. Вдоль пруда расположены небольшие фонтанчики. Тритоны колокола. А если углубиться вглубь зеленых насаждений, то мы наткнемся на менажерные фонтаны. Они оформляют подход к Марлинскому каскаду. Менажерные значит экономные. Такой большой и мощный столб воды – это иллюзия. Достигается она особой конструкцией насадки выходного отверстия. В трубу вложен конус, и вода, проходя между ним и стенкой трубы, образует столб диаметром 30 см полый внутри. В годы войны бассейны менажерных фонтанов были повреждены, а гидравлическое оборудование полностью уничтожено. В 1949 году фонтаны были восстановлены. Каскад «Золотая гора». Такой же каскад, как видел Петр в резиденции французского короля Людовика XIV, Марли-ле-Руа, в 25 километрах от Парижа. Вот почему первоначально каскад назывался Марлинским. Это же название перешло на дворец и на весь этот участок Нижнего парка. Здание дворца, расположенного почти у самой западной границы парка, на перемычке между Марлинским прудом и секторальными прудами. Декор дворца предельно сдержанный. Выделяются лишь балконы со скульптурными кронштейнами и железными узорами решеток. Из всех дворцов Нижнего парка этот дворец самый скромный. Постройка дворца была закончена к 1724 году. Предназначался дворец для проживания знатных особ, но уже с середины XVIII века он был превращен в кладовку, своеобразное хранилище предметов, связанных с именем Петра Великого. В годы Великой Отечественной войны от обстрелов Марли получил тяжелейшие повреждения. Восстановление дворца было не быстрым, дворец открыл свои двери для посетителей только в 1982 году. Как я уже говорил, дворец расположен на перемычке между Марлинским прудом и секторальными прудами. Эти пруды – своеобразный водяной сад. Пруды использовали для содержания в них рыбы, предназначенной для царского стола. Рыба здесь есть и сейчас, как в секторальных прудах, так и в Марлинском. Пруды служат столовой для птиц. Посетители кормят уток хлебом, и иногда достается и рыбам. А рыбами кормятся уже чайки. Вот прям целую рыбеху заглотила, смотрите. Голуби тоже не стесняются здесь отобедать. Кстати, у нас тоже время покушать. Не выходя из парка, можно перекусить вот в таких киосках. Но если честно, тут можно рассчитывать именно только перекусить. Тот же Цезарь Ролл у них глубокой заморозки, и они его просто разогревают. При этом не всегда нормально. Наша оценка этому варианту вот такая. Еще пару вариантов, где отобедать, будет после того, как мы выйдем из парка. Переместимся в другую часть парка, к дворцу Монплезир. Монплезир означает «мое удовольствие». Здание расположено в самой старой части Нижнего парка. Можно сказать, что это первый дворец Петергофа в парке. Строительство дворца было начато в 1714 году. Перед дворцом разбит сад, представляющий из себя отдельный парковый ансамбль. Так сказать, парк в парке. Солнечные часы в парке. Отстают на час, сейчас реально 11. Если что, я пошутил, а то набегут сейчас в комментариях писать, что есть официальное время и местное солнечное, которое показывает это часы. Да, эти времена различаются. Парк, конечно, очень красивый. Тут не один человек наводит всю эту красоту. В парке есть тут свои фонтаны-шутихи, диванчики. Это самое развлекательное для детей. Их отсюда не оттащить. Они заняты поиском секретного камушка, на который надо наступить, чтобы пошла вода. Таких скамеек тут 2. А вот так выглядит рабочее место оператора этого развлекательного фонтана. И пульт управления этим фонтаном. Я думаю, объяснять не надо, как на самом деле работают эти фонтаны. Фонтаны-шутихи – это один из розыгрышей Петра I над гостями. Представьте, что вы идете в погожий день по парку, и вдруг, откуда ни возьмись, вас обливает водой. Еще один фонтан-шутиха – фонтан-дубок.
Вот он там на заднем плане, но все туристы заняты тем, чтобы пробежать. Шутихи-елочки представляют из себя металлические деревья, очень похожие на настоящие. Но стоило подойти к ним, и тонкие струйки начинали бить во все стороны. Сейчас они включены на постоянку. Фонтан шутиха-зонтик, он же грибок. Смысл в том, что когда гости собираются внутри грибка, из 164 трубочек начинают бить упругие струги, образуя плотную водяную завесу. Одна из самых больших шутих, которая не работала 280 лет, это водяная дорога, сооружена архитектором Микити по замыслу Петра I. В петровское время эту шутиху называли мочильной дорогой. Но вскоре после открытия фонтан исчез. Возможно, из-за того, что все-таки достаточно жесткая шутка, когда полностью обливают человека водой, особенно дам в роскошных платьях. Сейчас шутиху включают строго по расписанию в 13, 14 и 15 часов. Эффекта неожиданности тут, конечно, не будет. Но те, кто решил испытать фонтан, на себе сухими не остаются. Фонтан «Фаворитка» расположен позади западной Воронихинской колоннады и дает представление о фонтанах на сюжеты басен Изопа, которые по замыслу Петра I должны были составлять аллею фонтанов вдоль морского канала. Этот фонтан был сооружен в 1725 году по приказу Екатерины I. Единственный звуковой фонтан на территории Нижнего парка. Представляет из себя собачку, гоняющуюся за утками. Все механизмы работают от напора воды, в том числе и звуковой эффект. Первоначально фигурки были деревянные. После войны при восстановлении парка их заменили на медные. На пересечении Монплезирской и Марлинской аллей расположен памятник Петру I работы скульптора Марка Антокольского. Памятник создан в 1884 году. Это первый из серии памятников Петру работы Антокольского, где император изображен в треуголке и в мундире Преображенского полка с Андреевской лентой. Этот памятник широко растиражирован и установлен в разных городах России – в Таганроге, Архангельске и так далее. Фонтан «Лабиринт». Лабиринт был разбит на этом месте еще до Великой Отечественной войны. Восстановлен в 2010 году. Находится в отдаленном уголке парка, поэтому народу здесь не так много. Посередине лабиринта находится фонтан. Заблудиться в этом лабиринте невозможно. Все дорожки прямые и ведут к центру, к фонтану. Это новая достопримечательность, поэтому кто не был давно в этом парке, может открыть для себя что-то новое. Фонтан «Пирамида» – это по сути обелиск, посвященный победоносному русскому воинству. Но сделан он не из камня, а из воды. Фонтан имеет более 500 выходных трубок. Разная высота достигается простым принципом. Ближе к центру трубки становятся с меньшим диаметром, и, соответственно, давление в середине фонтана больше и высота струи выше. Это самый многоводный фонтан. Только представьте, за 1 секунду он расходует 100 литров воды. Из-за большого расхода он не подключен к общей системе питания фонтанов, а воду берет из пирамидального пруда. Здание оранжереи было возведено между 1722 и 1725 годами. Чуть позднее, в 1770 оно было расширено. Использовалось для выращивания и хранения в зимнее время южных экзотических растений и цветов. Сооружение здесь фонтана вызвано в том числе и хозяйственными нуждами. Здесь необходим был бассейн для полива деревьев и растений в саду. В середине бассейна фонтана размещена скульптурная композиция – тритон, разрывающий пасть морскому чудовищу. Оригинальный и технически сложный фонтан Солнца находится рядом с дворцом Монплезир. При Петре I водоем фонтана относился к территории менажерии, где находились экзотические птицы в вольерах и звери для царской охоты. В те времена в этом водоеме содержались огромные осетры, доставлявшиеся в императорские сады с Волги. Плавали утки, гуси, лебеди. Эти фонтаны называются римскими, так как их внешний облик скопирован с 2 фонтанов, установленных в Риме, на площади перед собором Святого Петра. Римские фонтаны появились в парке в 1793 году и были изначально выполнены из дерева
с обшитыми свинцом чашами. Каскад в восточной части Нижнего парка в конце Монплезирской аллеи известен в архивных документах под различными названиями. Малый грот, руинный каскад, драконов каскад. До наших дней он дошел под названием Шахматная гора. А вот отсюда уже можно совершить экскурсию вот на таком вот тракторе с вагончиками в парк Александрия. Ну что ж, поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Государственный музей-заповедник Петергоф и компания Segway Tour приветствуют вас и приглашают совершить увлекательное путешествие в парк Александрия, который граничит с Нижним парком. Мы въезжаем в парк Александрия через Никольские ворота. Каменная стена, отделяющая парк Александрия от Нижнего парка, была возведена во времена Павла I. При Петре Великом эти земли были отданы под дачи особо приближенным. Позже, во времена правления Анны Иоанновны, эта местность была приспособлена для царской охоты. Затем был период, когда эти земли были заброшены и начали приходить в запустение. В 1825 году владельцем этих земель становится Николай I, который после вступления на престол дарит это имение своей жене Александре Федоровне, и оно получает название собственное Ее Величество дача Александрия. При въезде на холме нас встречает одно из самых эффектных зданий, напоминающих готический храм. Церковь построена в 1833 году. Это одна из немногих православных церквей, построенных в готическом стиле. Здание сильно пострадало в период Великой Отечественной войны. После окончания проведенных в 1970-99 годах реставрационных работ в здании церкви был вновь открыт музей. В 2003 году в здании церкви вновь был начат реставрационный ремонт, по окончании которого 4 июня 2006 года церковь была освящена митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским. Готический колодец. Чугунная беседка, сооруженная в 1835 году по проекту архитектора Шарлеманя. Вообще, готический стиль характерен для всех построек Александрии. Николай I желал, чтобы жена Александра в девичестве прусская принцесса не чувствовала себя в России чужой, поэтому многие здания построены в стиле ее любимой английской готики, напоминающей о романтике Средневековья. Фермерский замок. Изначально при постройке это была ферма с помещениями для пастухов и хозяйственных нужд. Здесь содержались породистые коровы и быки. Император Александр II решил превратить ферму в фермерский дворец, который бы служил ему вторым домом. Здание стало двухэтажным, а его фасады были отделаны в неоготическом стиле. Во дворце появилась приличная коллекция живописи, а также некоторые технические новинки, например, первый в России лифт. Он представлял собой кабину, которую лифтер поднимал вручную. Во время Великой Отечественной войны дворец серьезно пострадал, его убранство было утрачено, а после войны его переоборудовали под общежитие Петродворцового часового завода. Напротив замка находится детская крепость. Крепость построена для маленького Александра Николаевича, будущего императора Александра II, чтобы, играя, он мог учиться военному делу, а потом и его дети тут играли. Гранитный обелиск с надписью «Рабочим строителям Петергофа» был посвящен всем тем, кто трудился над созданием удивительного облика этих мест. Вблизи этого моста сохранялись до 1941 года руины бывшего меньшиковского дворца Мон-Кураж, отчего и мост получил название руинного. Построен он в 1827-29 годах. Опорные арки моста сложены из кирпича, облицованы грубо обработанными гранитными валунами и путиловским плитным камнем. Неокоренные стволы берез, положенные на гранитные глыбы, служили перилами моста. Во время Великой Отечественной войны мост был взорван. Уцелели лишь восточный устой и два постамента с вазами. В 2007-2008 годах был воссоздан в прежнем виде. Строительство дворца коттедж
было закончено в 1829 году. Дворец, выполненный в готическом стиле, представлял двухэтажное здание небольшого размера. На фасадах коттеджа был помещен герб Александрии, щит с обнаженным мечом, пропущенным через венок белых роз. Романтический рыцарский герб был придуман поэтом Жуковским. При жизни царей вы бы не смогли этого увидеть, даже когда в соседние парки стали пускать простых посетителей. В Александрию попасть без специального разрешения было невозможно. По всей территории выставлялись сторожевые посты, берег охраняли военные суда. Это была частная резиденция русских императоров, и монаршая семья оберегала свое личное пространство. До самой революции в этом месте проводили лето 4 поколения династии Романовых. Сейчас вход в этот парк платный. Если планируете провести там целый день, обязательно возьмите с собой еду. Возможности перекусить в Александрии нет. А мы покидаем парки и отправляемся отобедать. Наша рубрика «Время покушать». Здравствуйте, друзья! Сегодня мы отобедаем сначала в кафе «Пельмеш». Находится он на главной улице Петергофа, в Санкт-Петербургском проспекте. Как следует из названия, тут можно не просто поесть, а отведать пельмени собственного приготовления с различным мясом на выбор. Но наша команда не любит пельмени, поэтому наша трапеза состояла из обычного обеда. Стоимость невысокая. В целом в кафешке все чисто, есть веранда, можно принять пищу на улице. Наша оценка 5 баллов. Еще одно место, где мы решили пообедать, находится недалеко от первого. Столовая «Большая порция». Находится на территории Петро-Дворцового часового завода. Чтобы попасть на нее, нужно пройти через КПП, но проход здесь свободный. Охранник даже показал направление рукой, в какую сторону идти. Здрасте. А не подскажешь, столовая тут где-то? Понял. В столовой все чисто, но помещения достаточно маленькие. Наверное, в будни во время обеда здесь не протолкнуться. Большой минус данного заведения, что ты не видишь еду, которую заказывает. То есть нет раздачи как таковой. Ты заказываешь, и работник собирает твой заказ, где-то там, за дверью. Поэтому трудно определить, насколько свежие блюда. Наша оценка этому заведению 4 балла с большой натяжкой. На территории завода, напротив выхода из столовой, расположен пруд фабричной канавки. И сама канавка сюда впадает. Говорят, раньше не было так заболочено. Вода была проточной и чистой, и люди даже купались. По фабричной канавке проходит условная граница между Старым и Новым Петергофом. Примерно здесь, в Великую Отечественную, проходила и линия фронта. В 1970 году здесь, на территории часового завода, была установлена стела, посвященная памяти рабочих завода, погибших во время войны. Ну раз мы заговорили про войну, здесь, на развилке дорог на Ломоносов и Гостилицы, в 1961 году начал возводиться Приморский мемориальный комплекс. Здесь проходила линия фронта между вражескими войсками и защитниками Оренбаумского плацдарма. Эта небольшая область на южном побережье Финского залива была отрезана от основных советских сил в годы войны. Благодаря сложившейся ситуации советским войскам удавалось сохранить контроль над частью Финского залива. Благодаря этому плацдарму удавалось сдерживать натиск врага на Ленинград, так как противнику приходилось все время оглядываться в свой тыл. А также удалось сохранить историческое наследие Ораниенбаума. Окончательно ансамбль сформировался к 1971 году. Это лишь маленькая часть, там где мы сейчас. На другой стороне Петербургского проспекта комплекс еще больше. Здесь же привлек внимание музей комплекса. В целом ничего особенного, но такой вариант исполнения вижу впервые. Внутри упоминания частей и соединений, участвовавших в обороне, а также мемориальная доска с фамилиями. Пару мозаичных панно, посвященных тематике Великой Отечественной войны.
А вот там внизу овраг и английский пруд, который также является границей между Старым и Новым Петергофом. Кстати, отсюда еще открывается красивый вид на комплекс зданий Петродворцового часового завода «Ракета». Сейчас завод в том масштабе, который существовал в советское время, не существует. Почти все здания комплекса используются под коммерцию. Торговый комплекс «Ракета». Часы под маркой «Ракета» выпускаются заводом с 1961 года и посвящены первому полету в космос человека. Кстати, не поверите, но у меня есть часы этого завода. Были подарены мне где-то в начале 90-х. Как ни странно, меня, пацана, тогда бесили такие стрелки. Сейчас они уже не ходят, да и стекло у них не родное. А вспомнил я о них тогда, когда стал смотреть, какие часы выпускает завод «Ракета» в нынешнее время. И оказывается, что часы с такими стрелками выпускаются до сих пор. Стоимость, конечно, у них негуманная для трудящихся. Дальше цитата с сайта завода. Конструкторы «Ракеты» взяли за основу следующую идею. Большой круг, минутная стрелка, символизирует Землю. Круг меньший по размеру, часовая стрелка, Юпитер. Почему? Земля проходит путь в один оборот вокруг Солнца за 1 год, а Юпитер за 12. Кстати, если кому-то интересны эти часы, могу продать в коллекцию. Ну и находясь в этих краях, мы не могли не съездить, не посмотреть на голову, которые различные альтернативщики очень часто упоминают на своих каналах. О происхождении головы доподлинно ничего не известно. Но ведь явно видно, что лицо высечено на валуне, и там дальше идет просто камень, без обработки. Согласно одной из легенд, это голова Петра I, высеченная мастером с Петерговской гранильной фабрики, в честь того, что Петр будто бы крестил дочь этого мастера. Вообще, помимо головы, во овраге было еще огромное количество скульптур, но они все куда-то исчезли. А вот на этом пустом постаменте стоял обелиск, который теперь находится в саду Александрия и называется памятником работным людям. Голова находится в усадьбе Сергиевка, здесь же находится дворец Лихтенбергских. Это загородная резиденция дочери Николая I, Марии, и ее мужа Максимилиана, герцога Лихтенбергского. Построено здание в 1839-42 году. Оно было сильно разрушено во время войны. В советское время, да и вроде сейчас, тут расположено помещение биологического института. Здание подобно античной вилле, окруженной портиками. Дворец находится на краю перепада высот, и отсюда открывается красивый вид в сторону Финского залива. Зимой тут, наверное, здорово кататься с горки. А вот с западной стороны остались какие-то остатки строения, но это не строение, это пергола. Так называется навес в садоводстве для вьющихся растений. Ольгин пруд был вырыт в 1840-е годы на месте охотничьего болота и служил для водоснабжения города и запасов воды для фонтанов. Вырытую землю использовали для устройства на пруду 2 островов – Царицына и Ольгина. Сейчас туристы попадают на Царицын остров по дамбе, а раньше здесь была паромная переправа. Но в Великую Отечественную войну фашистские войска разгромили паром и больше его не восстанавливали после этого. На Ольгин же остров попадают по перекинутому мосту, уже с Царицыного острова. Как видно, глубина у пруда очень маленькая, можно и вброд перейти. Вход сюда платный. Можно посетить и Царицын павильон, но туда мы не пошли. По большому счету, тут только полюбоваться цветочками. Но цветочки есть и на даче. Ссылка будет в описании. Под навесом это современная гондола, подаренная итальянцами. Раньше по этому пруду катались на лодочках и гондолах. В общем, вот такой небольшой филиал Петерговского парка на островах. Петерговский собор святых апостолов Петра и Павла был сооружен в 1905 году по проекту архитектора Николая Владимировича Султанова. Храм был заложен 25 июля 1895 года. В течение 4 лет осуществлялось возведение самого корпуса здания. Затем 3 года шли штукатурные работы. Создавалось отопление и вентиляция. 2 года расписывали стены храма.
Создавали иконостас, мебель, утварь, облачение. Вокруг храма был разбит сквер. Строился храм за счет средств Министерства императорского двора и обошелся в 850 тысяч рублей в ценах 1905 года. Храм имеет высоту более 60 метров. В 1938 году собор был закрыт, предполагалось взорвать храм. В 1941 году была содрана облицовка глав, но началась война. Как и многие другие памятники Петергофа, здание сильно пострадало во время войны. Северная часть собора была разрушена в связи с тем, что в храме находился немецкий корректировщик, следивший за передвижением советских кораблей. Его и пытались сбивать. После войны здание храма использовалось под склад тары. В 70-х годах храм был взят под охрану государства, как памятник истории и культуры. В 1987 году были завершены все работы по реставрации фасадов, которые проводило Ленинградское объединение «Реставратор». Предполагалось устроить в храме музей или концертный зал. В 1989 году собор был возвращен в церкви. С 90-х годов шла реставрация интерьеров собора и иконостаса. На сегодняшний момент храм является действующим. Ну а на этом мы закончим видео про Петергоф. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем городе.